Аквадетрим – витамин D3. Самой важной функцией витамина D3 является регулирование метаболизма кальция и фосфатов, что способствует правильной минерализации и росту скелета. Витамин D необходим для нормальной функции околощитовидных желез, а также участвует в функционировании иммунной системы, влияя на производство лимфокинов. Показания. Препарат применяется для профилактики и лечения дефицита витамина D, профилактика и лечение рахита, рахитоподобных заболеваний, гипокальциемической титании, остеомаляции и заболеваний костей на метаболической основе, таких как гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреоз, при комплексном лечении остеопороза. Способ применения и дозы. Препарат применяется перорально. Аквадетрим растворить в 1 ложке жидкости. 1 капля аквадетрима содержит около 500 единиц витамина D3. Если врач не назначил иначе, препарат используется в следующих дозировках. Профилактические дозы. Доношенные новорожденные с 4 недель жизни, до 2-3 лет при правильном уходе и достаточном пребывании на свежем воздухе. 500-1000 единиц, 1 капля в сутки. Недоношенные дети с 4 недель жизни, близнецы, младенцы, находящиеся в плохих жизненных условиях. 1000-1500 единиц, 2-3 капли в сутки. В летнее время года можно ограничить дозу до 500 единиц, 1 капля в сутки. Беременные женщины. Ежедневная доза 500 единиц витамина D3 на время всего периода беременности. Либо прием 1000 единиц в сутки, начиная с 28 недели беременности. В постменопаузальном периоде 500 тысяч единиц, 1-2 капли в сутки. Терапевтические дозы. При рахите ежедневно 2000-5000 единиц, 4-10 капель, в зависимости от степени тяжести рахита, 1, 2 или 3, и варианта протекания на протяжении 4-6 недель под тщательным контролем за клиническим состоянием и исследованием биохимических показаний кальция, фосфора, щелочной фосфатазы, крови и мочи. Начинать следует с 2000 единиц в течение 3-5 дней. Затем при хорошей переносимости дозу повышают до индивидуальной лечебной дозы, чаще всего 3000 единиц. Доза 5000 единиц назначается только при выраженных костных изменениях. По мере необходимости после 1 недели перерыва можно повторить курс лечения. Лечение проводится до получения четкого лечебного эффекта с последующим переходом на профилактическую дозу 500-1500 единиц в сутки. При лечении рахитоподобных заболеваний 20 000-30 000 единиц в сутки, 40-60 капель, в зависимости от возраста, массы тела и тяжести заболевания. Под контролем биохимических показателей крови и анализа мочи. Курс лечения от 4 до 6 недель. Лечение проводится под контролем врача. При комплексном лечении постменопаузального остеопороза 500 000 единиц в сутки, 1-2 капли. Дозировка, как правило, назначается с учетом количества витамина D, поступающего с пищей. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к бензиновому спирту. Гипервитаминоз D. Повышенная концентрация кальция в крови, гиперкальциемия. Повышенное выделение кальция с мочой, гиперкальциурия. Мочекаменная болезнь, образование кальциевых оксалатных камней. Саркоидоз. Острые и хронические заболевания печени и почек. Почечная недостаточность. Активная форма туберкулеза легких. Детский возраст до 4 недель жизни. С осторожностью. Состояние иммобилизации. При приеме тиазидов, сердечных гликозидов, особенно гликозидов на перстянке, в период беременности и грудного вскармливания. Также применять с осторожностью у грудных детей при предрасположенности к раннему зарастанию родничков, когда от рождения установлены малые размеры переднего темечка. Применение при беременности и кормлении грудью. В период беременности не следует применять аквадетрим в высоких дозах из-за возможности проявления тератогенного эффекта в случае передозировки. С осторожностью следует назначать аквадетрим у женщин, кормящих ребенка грудью. Препарат, применяемый в высоких дозах матерью, может вызывать симптомы передозировки у ребенка. В период беременности и грудного вскармливания доза витамина D3 не должна превышать 600 единиц в сутки. Особые указания. Избегать передозировки. Индивидуальное обеспечение определенной потребности должно учитывать все возможные источники этого витамина.
Слишком высокие дозы аквадотрим, применяемые продолжительно, или ударные дозы, могут быть причиной хронического гипервитаминоза D3. Определение суточной потребности ребенка в витамине D и способы его применения должно устанавливаться врачом индивидуально и каждый раз подвергаться коррекции во время периодических обследований, особенно в первые месяцы жизни. Не применять одновременно с аквадотрим высоких доз кальция. Во время лечения необходим периодический контроль концентрации кальция и фосфатов в крови и моче. Побочные действия. Повышенная чувствительность компонента препарата, гипервитаминоз D. Симптомы гипервитаминоза. Потеря аппетита, тошнота, рвота, головные, мышечные и суставные боли, запоры, сухость в полости рта, полиурия, слабость, нарушение психики, в том числе депрессия, потеря массы тела, нарушение сна, повышение температуры, в моче появляется белок, лейкоциты, гиалиновые цилиндры, повышение кальция в крови и его выделение с мочой, возможен кальциноз почек, кровеносных сосудов, легких. При проявлении признаков гипервитаминоза D необходимо отменить препарат, ограничить поступление кальция, назначить витамины А, С и В. Лекарственное взаимодействие. Противоэпилептические средства, римфапицин, холестерамин, снижают реабсорбцию витамина D3. Применение одновременно с тиазидными диуретиками повышает риск проявления гиперкальциемии. Одновременное применение с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие, повышается риск проявления нарушений ритма сердца. Условия хранения и срок годности. Хранить при температуре от 5 градусов до 25, защищать от света. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 3 года.